Львы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Для начала пишите, делитесь, что у вас происходило в апреле. Там был стелиум планет в знаке Овен. Месяц должен был быть очень энергичным, событийным по отношению к вашему знаку в благоприятном аспекте Овен, поэтому события только благоприятного характера. Пишите, делитесь, что у вас происходило, что у вас происходит, если вы еще смотрите в апреле. Итак, май будет очень разноплановым месяцем. С одной стороны, вы наконец-то выдохнете, соберетесь в кругу близких людей, будут разговоры на кухне, семейные мероприятия, возможность снять маски и не держать спину. Но, с другой стороны, будет очень активным ваш 10-й дом гороскопа, статус, власть, начальство, госструктуры, люди, от которых зависит ваш следующий шаг в вашей жизни. Кому-то придется идти в инстанции, договариваться с системой, договариваться с людьми, кто выше по должности или статусу, более авторитетные люди, разбирать бумаги, которых вы избегали месяцами. Но самое главное, что многое именно в мае у вас разрешится. То, что висело, то, что вы тянули, вот тут май поставит в этом точку. И еще одна важная тема месяца – это ваша семья и недвижимость. Если вы в последнее время пытались продать квартиру, дом, участок и никак не получалось, то сейчас будет сдвиг в первой половине месяца. Если вы не могли никак переехать, разделить имущество, договориться с родственниками о недвижимости, то сейчас вопрос решится и не будет больше в подвешенном состоянии. Полнолуние в самом начале месяца высветит именно эту тему. Семья, корни, стены, в которых вы живете, там, где все тянулось, сейчас разрешится. Май даст вам радостные знаки. Вы можете познакомиться с кем-то в интернете, у вас появится новый круг общения, друзья, единомышленники, возможно, вы начинаете обучение где-то, знакомитесь с новыми людьми, входите в новое общество, в новый коллектив. И чтобы этот месяц проигрался в плюс, май принес вам изобилие, финансовое изобилие. Пишите в комментариях, во благо мне и моей семье принимаю. Многие мои подписчики знают, что после того, как они напишут такой комментарий, месяц у них идет намного легче. 1 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 4-м доме гороскопа. Это кульминация и развязка в теме дома, семьи, места жительства, родовых корней и вашей внутренней безопасности. В районе этой даты и ближайшие 2 недели у многих из вас, львы, будут события, не просто эмоции, а реальные события, связанные с этими темами. Скорпион непростой знак, он вытаскивает на поверхность то, что скрывалось, подавлялось, или то, что вы замалчивали долгое время. Поэтому в ближайшие 2 недели после полнолуния у вас могут всплывать семейные тайны, теневые стороны отношений с родителями, вопросы наследства, долгов, общей ответственности. Может быть важный какой-то напряженный разговор, скрытие правды, которую от вас прятали, или которую вы от кого-то скрывали. Событийно может дать решение по жилью, переезду, ремонту, документам на недвижимость. Если у вас какие-то вопросы с этим связаны, тянулись последние полгода, тут все разрешится. Может проясниться ситуация с родственниками, родителями или людьми, с которыми вы живете под одной крышей. Для кого-то из вас это финальное решение продавать или оставлять недвижимость, съезжаться или разъезжаться, вкладываться в ремонт или заканчивать историю с этим местом. Будут резкие переговоры с банками, оформление ипотеки, раздел имущества. Вопрос недвижимости, который тянулся в последнее время, сейчас дойдет до пика и разрешится. Скорее всего, через кризисное, но окончательное событие. Эмоционально полнолуние в Скорпионе давит через чувство потери контроля, ревность, обиды на родню, возможно, конфликты из-за денег в семье, из-за наследства, глубокие психологические выяснения, кто в доме главный. Вы можете столкнуться с тем, что ваши личные границы нарушены и придется их жестко отстаивать. Еще это полнолуние может дать вам внутренний перелом. Вы поймете, где чувствуете себя в безопасности, а где больше нет. После 1 мая вы уже не сможете игнорировать то, что вас давно не устраивает в теме дома, семьи или вашего эмоционального фундамента. То, что вскроется в ближайшие 2 недели после полнолуния, заставит вас перестраивать свою опору через смену места жительства, через честный разговор с родными или через выход из токсичной семейной истории. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец в ваш 10-й дом гороскопа. После эмоциональной встряски полнолуния включается голова. Меркурий переходит в Телец. Это земной знак, который думает на перспективу, не принимает решений в спешке, как это было в Овне.
в апреле. 10-й дом– это карьера, статус, начальство, госструктуры, ваше имя в профессии. И в районе этой даты у многих из вас, львы, не только в районе этой даты, Меркурий задержится на несколько недель в этом секторе, поэтому будут конкретные разговоры, переговоры, собеседования, оформление бумаг по работе, трудоустройство на работу, обсуждение зарплаты, условий, должностных каких-то обязанностей. Кому-то позвонят из отдела кадров, попросят подписать новый договор, доп. Соглашение, отчетность какую-то. Будет движение по документам трудовым, налоговым, финансам, либо документам, которые подтверждают ваш статус. Меркурий в Тельце не быстрый, решения будут приниматься медленно, но если уж вы их приняли, то это надолго. Все, что вы будете обсуждать с начальством, с важными людьми в районе 3 мая и ближайшую неделю, будет иметь долгие последствия. Если вы искали работу, ждали ее, искали подработку, хотели повышения, может вам прийти предложение о новой должности, но с условиями, которые надо читать очень внимательно, может быть какой-то мелкий шрифт. Разговор с руководителем будет, где вас будут проверять на прочность, ставить перед выбором каким-то, возможно, созвоны с юристами, бухгалтерами, какими-то проверяющими органами. Если вы работаете в найме, вас могут попросить выйти в офис дополнительно там в выходной или дать вам какие-то часы дополнительные, пересмотреть график. Предложат переезд по работе, может быть, вас переводят в другой филиал. Важный момент: Меркурий в Тельце очень предметный, разговоры будут крутиться вокруг денег, ресурсов, вашей цены как специалиста. Не удивляйтесь, если в эти дни вам прямо скажут: мы готовы платить вам столько-то, столько-то, но вот ваш круг обязанностей, они тоже повышаются. Либо вы сами пойдете и скажете, что я хочу повышения зарплаты, я хочу больше часов, я хочу новую должность, больше ответственности, я готов или готова. Еще это период, когда вы можете сказать в кабинете госорганов какие-то свои условия, либо на повышенных тонах разговаривать. Возможно, вы будете решать какие-то рабочие дела, налоговая, соцзащита, лицензирование, оформление каких-то патентов, подача заявок. Не откладывайте бумажные вопросы, потому что Меркурий любит порядок, и шанс решить все спокойно сейчас по Меркурию в Тельце есть. Хотя с 10-м домом вы можете тоже надавить в какой-то момент. И смотрите осторожно, если вы на руководящей должности, у вас есть подчиненные, либо вы работаете на себя, будьте осторожны, чтобы не переборщить, не наговорить лишнего подчиненным, да, и не лишиться хорошего сотрудника. Еще это период, когда нужно очень хорошо фильтровать информацию. Меркурий в Тельце может давать задержки в документах или такие формулировки, которые вы поймете не сразу. Переспрашивайте, уточняйте, записывайте договоренности с другими людьми. То, что вам пообещают устно в районе 3-5 мая, может потом измениться в деталях, если вы это не зафиксировали на бумаге. 5 мая Марс в Овне будет делать напряженный аспект к Юпитеру в Раке. Для вас это конфликт 9 и 12 домов. Очень опасная конфигурация, потому что Марс в Овне – это желание правду сказать, не подумав, доказывать свою точку зрения, там, спорить, судиться, конфликтовать, ввязываться в какие-то авантюры. А Юпитер в Раке в вашем 12 доме – это какие-то тайные враги, процессы, это психосоматика, изолированные места и то, что какие-то, может быть, интриги, которые плетутся за вашей спиной. В районе этой даты у вас, львы, может вспыхнуть конфликт с госорганами, с судебными инстанциями, с людьми, которые имеют над вами негласную власть. Может кто-то выше по статусу, начальник, там, не знаю, начальник отдела. Кому-то придет известие о проверке, о претензии из налоговой, о том, что ваше дело затягивают или требуют дополнительных бумаг. Может быть звонок от юриста с неожиданным поворотом. Если вы в процессе суда или вы в эмиграции, оформляете визу, патент какой-то, то, скорее всего, будут какие-то заминки и скрытые препятствия, возможно, еще и внезапные требования дополнительные. Может быть ссора с человеком, который прикидывался вашим союзником, а на деле действовал против вас. Всплывет какая-то ложь, подстава, информация, которую от вас скрывали. Может быть от коллеги, от дальнего родственника или от кого-то из бывшего окружения.
Квадрат Марс и Юпитер дает переоценку сил. Вам может показаться, что вы вообще все контролируете, но на деле вы недооцениваете вообще противника и его масштаб, и скрытые риски. Будьте осторожны, не лезьте в драку в эти дни, не ввязывайтесь в скандалы, не подавайте какие-то иски сгоряча, не угрожайте, не обещайте того, в чем вы не уверены. Вы можете переоценить свои силы. Также 12-й дом – это больницы, изоляция. Кому-то из вас может понадобиться помощь врача, либо вы будете обследоваться. Возможны какие-то ситуации, требующие вашего включения. Проверяйте страховки. И лучше в эти дни не рисковать намеренно. Еще насчет поездок. Марс в 9-м доме может, не знаю, нашептывать вам, чтобы вы резко сорвались, куда-то поехали, потом уже на месте разбирались. Но Юпитер в 12-м доме просит вас сидеть спокойно и продумывать все. Если вы собрались за границу, в другой город, в районе 5 мая, то перепроверяйте все трижды. Виза может задержаться, рейс перенесут, или какая-то другая принимающая сторона подведет вас. Поездка может быть с какими-то заминками, учитывайте этого. Не геройствуйте, будьте, не знаю, сначала обдумайте несколько раз, потом уже действуйте. Потому что еще не все планеты там вышли из знака Овен. Марс, тем более, он очень агрессивный и травмоопасный в этом знаке, поэтому будьте осторожны в районе этой даты и за рулем, и в повседневной жизни. В этот день вас могут провоцировать. Лучше выдохните, промолчите, потом ответите, но не надо ввязываться в конфликты. Документы перепроверяйте вплоть до каждой запятой, особенно документы, которые касаются на виз, ПМЖ, гражданство, какие-то документы на выезд в другую страну. 14 мая Солнце в Тельце соединяется с Меркурием в вашем 10-м доме гороскопа. Очень мощная точка месяца. Солнце – это ваша воля, ваше «я», ваше право быть главными. Меркурий – это слова, договоренность, коммуникации, документы, информация. И они встречаются в знаке конкретики и финансов в вашем 10-м доме гороскопа. В районе этой даты у многих из вас, львы, состоится ключевой разговор с начальством, вышестоящими людьми, с теми, кто принимает решения. Может быть собеседование, аттестация, защита проекта, диплома, презентация, публичное выступление. Возможно, вас вызовут в кабинет к руководителю и скажут то, что давно назревало. Либо вы сами пойдете и скажете, и ваши слова лягут на подготовленную почву. Возможно, вам утвердят повышение, поднимут зарплату, подпишут приказ о переводе на новую должность или дадут премию, скажут там, вот мы готовы вам платить столько-то и столько-то, если вы будете брать на себя определенные дополнительные обязанности. Что еще? Может быть, письмо с каким-то приглашением на коллаборацию, там, я не знаю, на рекламу, документ, который вы ждали последние недели. Если вы работаете в найме, можете получить официальное признание, грамоту, благодарность. Если вы предприниматель, работаете на себя, то может быть какой-то крупный контракт, может сделка с каким-то поставщиком, важная подпись от клиента, которую вы долго ждали, или выплата, наконец-то, от клиента, которую вы ждали, о чем давно договаривались. 10-й дом еще госструктуры, поэтому может быть известие о том, что у вас ваш какой-то запрос в инстанцию одобрен, налоговая что-то согласовала, лицензию выдали, заявление зарегистрировано. Бумаги в этот день идут быстрее обычного. Если вы ждали ответ от чиновников, он придет и, скорее всего, положительный. Важный нюанс, что Телец не терпит суеты. Разговор, который состоится в районе 14 мая, будет не быстрым, весомым, без лишних эмоций, но каждое слово на вес золота. Не надо тараторить, спешить, не надо... Кстати, насчет тараторить. Так много новых подписчиков пишут мне, что я тараторю. Пожалуйста, научитесь пользоваться ютубом прямо в видео, в правом верхнем углу, где вы видите, или там в нижнем правом углу, где вы видите значок шестеренки настроек, нажимаете там слово «скорость», и вы регулируете мою речь, замедляете или ускоряете. Вы представляете, сколько информации я даю? 40 минут в таком темпе, которым я говорю,
я вкладываю все. Представляете, если бы я говорила очень медленно это все на 1,5 часа, затягивая все видео. Просто лить воду в уши вам. Пожалуйста, учитесь пользоваться ютубом. Ну, если вам доставляет удовольствие писать мне, что я тараторка, балаболка или еще что-то, пишите ради бога. Главное, чтобы вы были счастливы. Итак, о чем мы? О том, что разговор, который состоится 14 мая, нужно преподнести как-то спокойно, если для вас какие-то переговоры важные. Держите лицо, настройтесь, не надо подавать себя агрессивно или продавливать что-то. Говорите спокойно, по делу, фактами и цифрами оперируя. Вот именно это сейчас и оценит и начальство, и если вы на собеседовании идете, и если вы договариваетесь с какими-то инвесторами. Главное — спокойствие, факты и цифры. Если вы впервые на моем канале, я делаю личные астрологические разборы в PDF-формате. Пишите мне на электронную почту, либо в Telegram, Instagram. Все ссылки есть в описании канала в самом низу. Цены я буду менять, очень много времени и сил у меня уходит и энергии. Если вы хотели в себе разобраться, натальную карту, как проработать кармические узлы, откуда у вас финансовый поток будет идти, как себя реализовать в этой жизни, лучшее предназначение для вас, либо вы хотите прогноз на год, где сейчас находится ваш Юпитер, Уран, какие будут аспекты делать и что будет происходить, пишите мне в личные сообщения. 16 мая происходит новолуние в знаке Телец в вашем 10-м доме гороскопа. Самое сильное карьерное новолуние в этом году для вас, львы. Не просто эмоции, не просто намерения, а реальная точка запуска профессионального цикла, который будет разворачиваться в ближайший год. Все, что вы заложите в районе этой даты, в теме статуса, карьеры, должности, репутации, отношений с начальством и госструктурами, все это будет идти в рост. Может быть, вам поступит предложение новой должности, повышении, смена функционала, что-то новое вы начнете, новые какие-то функции на вашей работе. Может быть, новая профессия, вы выйдете к руководству с инициативой какой-то новой, и это будет супер для вас. Может быть, разговор о пересмотре обязанностей, переходе в новый отдел, новый филиал. Если вы на себя работаете, что-то новое вы введете, зарегистрируете, может быть, налоговый номер, компанию, зарегистрируйте новую компанию, к примеру, за границей, запустите новый продукт, откроете новый офис, будете набирать новую команду. Не просто планы, а реальные действия, которые именно сейчас получат зеленый свет. Отдельная тема — это госструктура и оформление, может быть известие об одобрении заявки, лицензии, разрешении, сертификации, что-то новое, может это новый статус, новая фамилия у вас. Вы вышли замуж, женились, теперь получаете свидетельство о браке или паспорт на новую фамилию. Будете подписывать важный документ, который определит вашу занятость и доходы на месяцы вперед. Если вы ждали бумагу, приказ, постановление, оно придет именно в районе этого новолуния. А действует оно в ближайшие 2 недели. Кстати, у меня есть телеграм-канал, там я для каждого знака пишу прогнозы, еще помимо ютуба, там я даю вам короткие рекомендации. Подписывайтесь, и я в закрепленном комментарии оставлю телеграм-канал. И только для тех, кто подписан у меня в телеграм-канале, есть доступ к гайду карте желаний. Инструкция подробная, как правильно составить карту желаний, которую я делаю сама последние 5 лет по этой инструкции, и всего за 4,99 евро. Но это только для тех, кто подписан на меня в телеграм-канале. Так что можете переходить, подписываться, читать. Там я даю полезные тоже астрологические прогнозы. Что еще в этот день и вообще новолуние может вам принести какую-то новость? Может, вы узнаете, что вы станете дядей, тетей, отцом, бабушкой, потому что 10-й дом отвечает за статус, а новолуние приносит новый статус. Если вы публичный человек, вас могут заметить, не знаю, там блог новый вы завели, новый канал, сделали что-то в своем направлении, но новое, там экспертное выступление, интервью дали, статью написали. Все, что работает на ваше имя, сейчас получит дополнительный импульс и в будущем еще и будет приносить вам деньги. Если вы давно думали запустить соцсети или блог, заявить о себе громче, сделать ребрендинг, сменить нишу, вот именно сейчас закладывайте первый шаг, потому что Телец еще и за голос отвечает.
отвечает. Может, вы подкаст запустите, может, вы консультации будете делать, зарабатывать голосом своим. Телец, конечно, медленно раскачку дает, но потом зато он вам даст устойчивость и финансы, если вы сейчас запустите что-то, о чем вы давно мечтали, поэтому новолунию. Главное, не распыляйтесь, потому что новолуние дает много идей. Но Телец – знак одного вектора. Выберите одну карьерную цель и идите в нее. Если хвататься за все сразу, энергия будет распыляться и результат будет слабее. И проверяйте все, что вы подписываете, потому что Телец фиксирует надолго и переиграть потом будет сложно. В районе 18 мая Меркурий перейдет в знак Близнецы и сразу соединится с Ураном в вашем 11 доме гороскопа. Уран 26 апреля 2026 года перешел в знак Близнецы на ближайшие 7 лет. 84 года он не был в этом знаке. Делитесь, что у вас там происходит, львы, какие события принес вам Уран. У меня есть отдельное видео на канале для каждого знака про Уран в Близнецах. Я оставлю плейлист в описании этого видео и оставлю плейлист на гороскопы 2026 года. Там я для каждого знака записала отдельный гороскоп на этот год по месяцам. Если вы хотите на какой-то месяц посмотреть, там декабрь 26, сентябрь 26, переходите, смотрите. Итак, что может дать это соединение? Это вообще интеллектуальный взрыв. Меркурий в Близнецах такой быстрый, острый, хватающий информацию на лету. Это его знак, он тут силен. Уран – планета внезапности, озарений, всего нового. И встречаются они в 11 доме будущего, секторе друзей, единомышленников, соцсетей, коллективных проектов. В районе этих дат у многих из вас, львы, будут новости неожиданные. Звонок от старого друга с неожиданным предложением, приглашение в проект, приглашение на свадьбу, мероприятие какое-то, которое перевернет ваше представление о том, чем вы вообще занимаетесь. Может, вы пойдете на какое-то мероприятие, а потом передумаете и скажете: все, я хочу этим заниматься, или идея вам придет, не знаю, свадьбу организовывать, дни рождения, ивент, открыть агентство. Может прийти какое-то сообщение в мессенджере, которое перестраивает ваши планы, не знаю, там предложение вам придет, кто-то вам напишет: а давайте сотрудничать, или давайте коллаборацию сделаем вместе. Может быть, информация, которую даже вы не искали, сама найдет вас через других людей, через ваше окружение. И могут вам предложить войти в новый коллектив, команду, стартап, проект. Что такое проект, чтобы вы поняли? Я вам объясняю простым примером. К примеру, снимают фильм, вы там актер, но помимо вас есть гримеры, режиссеры, продюсеры, то есть над этим работает много людей, не вы один или не вы одна, это и есть проект. Чтобы вы себе просто представляли, некоторые мне пишут в комментариях, что значит проект. Это так, маленький пример. Вас могут позвать на интервью, на какой-то подкаст, если вы публичный человек или занимаетесь творчеством. Возможно, решитесь запустить блог, канал, телеграм-канал, чат, рассылку, сообщество, или сами вступите в такое. К примеру, вы увлеклись Таро, астрологией, начали изучать и подписались, там у вас есть группа какая-то вашего курса или сообщество, где вы разбираете, тренируетесь, какие-то карты натальные. Это тоже новое сообщество, новая группа по интересам. Может быть, поездка с друзьями какая-то, конференция, билеты, на которые вы вообще спонтанно купите, может, даже и не планировали туда ехать. Но именно там произойдет нужное знакомство. 11-й дом еще отвечает за ваши планы, цели и мечты. И то, что вы считали делом далекого будущего, может неожиданно начаться прямо сейчас, в мае. Уран убирает отсрочки. Вообще, может быть, май с запуском вашей новой судьбы. Если вы чего-то ждали, откладывали, думали: да, когда-нибудь потом, да, не сейчас, то вот после середины мая это потом может резко превратиться вообще на сейчас, без подготовки, через ваше окружение, ваших коллег, ваших друзей, ваших детей может осуществиться какая-то ваша мечта, вы достигнете какой-то цели. Самое главное, что тут предостережение, это то, что будет много информации. Голова будет кипеть от идей, контактов, входящих сообщений, звонков. Не пытайтесь объять необъятное. Записывайте все, что происходит. Среди этого потока будет какая-то одна, такая прям бриллиантовая идея или мысль, которую нельзя пропустить.
И не рубите с плеча старую дружбу, да, будьте осторожны, чтобы не поругаться с кем-то, да, с подругой, с другом не разорвать отношения, потому что Уран любит обновлять окружение резко, но вы можете перегнуть и потерять того, кто вам еще пригодится. Особенно, если вам покажется, что кто-то отстает от вашего нового темпа. Не спешите с выводами. 18 мая Марс переходит в знак Телец, ваш 10-й дом гороскопа. И включается действие, воля, амбиции, но замедленные. Не как было в Овне, не так интенсивно. После информационного шторма 18 мая, когда Меркурий и Уран взорвали ваш 11-й дом идеями, контактами, новостями, переходит Марс и говорит: хватит болтать, нужно работать, действовать и делать то, что вы там все напланировали, все, что вы решили. С 18 мая практически до середины июня у вас, львы, начинается марафон по 10-му дому. Работы станет больше, нагрузки станет больше. Вы будете активно зарабатывать. Период, когда вы не просто захотите карьерных перемен, вы их физически будете продвигать. Придется включаться в проект, который до этого буксовал. Может быть, вас поставят руководителем процесса, дадут ответственность за результат, без предупреждения, без подготовки. Если вы работаете на себя, вы можете начать масштабироваться, нанимать людей, выходить на новые площадки, инвестировать в свой проект, запускать рекламу. На работе будут завалы, дедлайны, авралы. Может внезапно кто-то уволится, и вам придется за коллегу работать, или подчиненный уйдет, нужно искать нового, или его задачи все теперь на вас. Нагрузка будет большая, возможны разговоры на повышенных тонах с руководством, переговоры жесткие с клиентами или подрядчиками. Марс в Тельце – это упрямство, и вам придется или продавливать свое, или выдерживать давление сверху. Компромиссы будут медленно идти. Еще Марс в 10-м доме – это ваше физическое присутствие в коридорах власти. Поэтому будут походы в налоговую, в администрацию, в какой-то головной офис. Если вы работаете просто из дома, удаленно, вас могут вызвать какие-то госструктуры, что нужно оформлять, там какие-то документы, о чем вы вообще забыли. Придет письмо какое-то, может быть штраф. Если вы работаете в найме, будут совещания, планерки, отчеты перед вышестоящими. Все это будет как на ежедневной основе. Такой прям начинается очень напряженный период. Именно в теме работы будет очень много. Не знаю работы, но нагрузки точно. И еще, неважно, в Овне Марс или в другом знаке, в Тельце, все равно он отвечает за конфликты и может дать открытое столкновение с начальством, с проверяющими органами, с каким-то человеком, который имеет над вами власть. Будьте осторожны, чтобы не вступить в конфликт, не ругаться там из-за обязанностей своих или из-за каких-то мелочевок на работе, доказывать чего-то. Аргументы берите только из фактов и цифр, и будьте спокойны, займите свою позицию и не лезьте на рожон. 19 мая сразу два астрологических события. Первое, Меркурий в Близнецах делает благоприятный аспект к Плутону в Водолее. Гармоничный аспект, который даст вам силу без разрушений, и может быть какой-то важный разговор или одно сообщение. Со здоровьем будьте осторожны, одна озвученная идея при повышенной нагрузке может поменять расклад в ваших отношениях. Телец отвечает еще у нас за голос, то есть вас поступит предложение о партнерстве от человека, которого вы давно голос узнаете. Переработайте договор, который закроет все старые вопросы, откроет принципиально новые этапы. Питание на бегу. Сейчас кого-то муж, жена, деловой партнер скажет может фразу, которая развернет ситуацию на 180 градусов, но в хорошую сторону. Возможен звонок от юриста, от агента, от посредника с новостью, которую вы ждали месяцами. Еще благоприятный аспект Меркурий-Плутон может давать вам бумажные вопросы. Документы, подписанные 19 мая, будут иметь вес и очень-очень долгую жизнь. Я имею в виду, что если вы что-то подписываете, вы устраиваетесь на работу, то, скорее всего, это будет надолго. Не на месяц, не на 2, на год там минимум. Если вам нужно закрыть сделку, заключить брачный договор, продать недвижимость, подписать мировую, оформить права, делайте это именно в районе 19 мая, потому что тут еще одно важное благоприятное событие, сейчас я вам скажу, что будет. Плутон даст глубину и невозвратность, но 7 раз проверяйте текст.
и только потом подписывайте. Будьте осторожны, потому что подпись станет точкой невозврата, но в хорошем смысле, назад уже не откатить и оспорить будет сложно. А может, для кого-то из вас это будет подписание брачного договора, оформление брака, покупка или недвижимости, или первый взнос, ипотека, семейное гнездышко. Еще Плутон управляет теневыми процессами, поэтому кому-то из вас, если вы в этот день откроете информацию, которую партнер от вас скрывал, не обязательно плохое, возможно, вы узнаете истинную мотивацию человека, поймете, почему он себя так вел, и это понимание даст вам рычаг, вы сможете выстроить диалог на новых условиях. Вы, может быть, наконец-то поймете, почему так поступил человек, или почему ваша жена, муж так поступили в определенный момент. Еще одно событие. Венера переходит в знак Рака, ваш 12-й дом гороскопа, на несколько недель. Траты будут на отдых, отели, билеты, спонтанный отпуск, путевка, санатории. Можете тратиться на здоровье, стоматология, походы к косметологу, косметологические какие-то операции, обследования, анализы, консультация врачей. Если у вас плановая операция какая-то, то Венера вам здесь поможет и будет вас поддерживать. Даст хорошего врача, скорее всего, женщину. Венера смягчает медицинские процессы, поэтому лечение пройдет легче, врачи будут приятные. Что еще? Семья и душевные разговоры. Могут быть теплые посиделки с родными, мероприятия, дни рождения в кругу семьи, разговоры по душам с мамой, сестрой, с близкой женщиной. То, о чем молчали, может всплыть в доверительной беседе, и это вас сблизит. Может быть с женой романтический ужин, если это для мужчин. Что еще? Тайны по 12 дому. Кому-то из вас откроется семейная тайна, известие, может быть, о беременности вашей сестры, невестки или дочка вам скажет, что беременна, но пока попросят никому не рассказывать. Или вы сами узнаете то, что от вас скрывали, и это изменит картину. В этот период вы будете больше отдыхать, больше проводить время с семьей, в кругу близких. Венера в 12 доме – время, когда сила копится в тишине. И траты сейчас это вложение в ваше восстановление, а не пустые там сливы бюджета. Не переживайте, если вы где-то оплатили массаж, отдых себе, это супер, пойдет вам на пользу. Но проверяйте чеки. 12 дом любит какие-то незаметные утечки. Траты еще могут быть на семью, на подарки им, на то, что вы оплатите отпуск родителям, к примеру, или маме. И также поддержка и помощь может прийти от них, от женщин в вашей семье. 21-22 мая Солнце переходит в Близнецы, ваш 11-й дом гороскопа, и 21-го, а 22-го уже соединяется с Ураном, плюс Венера в Раке только-только перешла в ваш 12-й дом гороскопа. 21 мая Солнце меняет знак на целый месяц, включая 11-й дом, сектор друзей, единомышленников, соцсетей, планов на будущее, коллективных проектов и поездок. Поэтому в ближайший месяц вы будете много общаться, перемещаться, получать новости, мелькать в инфополе, больше сидеть в соцсетях, в телефоне, искать какую-то информацию. Будет больше коротких перемещений по городу или в соседние города, командировки, визиты к друзьям. Не знаю, какие-то на выходные, может, собираетесь с друзьями на даче, на шашлыки. Могут быть приглашения куда-то. Больше мероприятий, дни рождения, выпускной, свадьба. Что еще? Передвижения будет много, там, я не знаю, там самолет, поезд, машина, неважно. Близнецы обожают движение, поэтому движение будет больше, чем обычно. Может подвернуться спонтанная поездка с друзьями или с коллективом куда-то. Что еще? Если вы творческий человек, то канал, блог ваши могут резко пойти в рост, вас могут заметить, позвать в коллаборацию, или будут интересные знакомства через Telegram, ваш YouTube-канал наберет просмотры. В общем, тут будет супер запускать что-то в соцсетях, запускать блоги, развивать свою медийность. Если вы что-то продаете через интернет, то можете в этот период активно искать свою аудиторию. Самое время запускаться, показывать себя, говорить. И соединение 22 мая произойдет с Ураном в этом же 11 доме гороскопа. Но это вообще взрывная точка. Уран дает внезапности, озарения, резкие перемены планов, неожиданные встречи. В районе этой даты может быть звонок от друга, от коллеги бывшего, который вы не ждали. Предложение войти в какой-то новый проект, коллектив, который переворачивает ваши планы на ближайшие месяцы. Информация может прийти вам вообще ночью,
там утром неожиданно позвонят, напишут или найдут как-то в каком-то мессенджере, где вы даже не ожидали. Уран обновляет окружение. Кто-то из ваших друзей отвалится, кто-то новый войдет в вашу жизнь, и это будет очень стремительно. 31 мая происходит второе полнолуние этого месяца. Оно происходит в знаке Стрелец в вашем 5 доме гороскопа, но оно непростое. Оно включает очень напряженную ось, которую называют осью катастроф и затрагивает неподвижные звезды на небе. Не просто полнолуние, а точка, в которой мир замирает, и рисковать лишний раз в эти дни не стоит. Не знаю, если вы планировали прыгнуть с парашютом, то отложите, пожалуйста. Этот день плюс-минус несколько дней до-после. Не планируйте ничего, что связано с опасностью, авантюрами, азартом, с большими ставками. Не лезьте в конфликты, не выясняйте отношения на повышенных тонах, не связывайтесь в сомнительные поездки, не рискуйте деньгами. Хотя бы ближайшую неделю после 31 мая и несколько дней до. Потому что, напряженная очень энергия. Полнолуние вообще будет в знаке Стрелец в вашем 5 доме гороскопа. Солнце в это время в Близнецах, в вашем 11-м, поэтому тут проигрывается ось 5 и 11 домов, ось личного и коллективного. Будут подниматься темы вашей личной жизни, ваших детей, вашего творчества, против друзей, соцсетей, аудитории, коллективов и планов на будущее. Полнолуние приносит результаты, дает ясность. Это не время что-то сеять, время собирать урожай. Вы увидите плоды того, что вы закладывали последние месяцы, и поймете, что история или завершилась, или вы поймете, в каком ключе ее развивать дальше. Полнолуние в 5 доме может принести результат личной жизни, разрыв отношений, может вскрытие тайны какой-то, какие-то недосказанности выйдут на поверхность, отношения могут перейти на новый уровень, предложение руки и сердца, решение жить вместе. Тут будет прояснение ваших отношений, недосказанность исчезнет. Если был любовный треугольник, скрытая связь, двойная игра, то вся правда вскроется. Еще, если у вас есть дети, какие-то важные новости, которые касаются ваших детей, важные события у детей, может быть, выигрыш там в каком-то конкурсе, в спортивном соревновании, окончание школы, университета, получение диплома, поступление в какой-то международный университет или поездка ребенка за границу. Знаете, есть такие курсы, к примеру, учиться английскому в другой стране, не знаю, как это называется, не буду врать. Что-то, что касается детей. А это может быть и известие о беременности, роды. Если вы ждете, то в ближайшие 2 недели вы родите, потому что полнолуние тут дает итог. Что еще? Может быть, у вас взрослые дети, тогда какие-то новости от них, особенно если они живут далеко от вас, где-то за границей, какая-то новость от них придет. По творческому проекту все может подойти к развязке, может быть премьера, наконец-то вы работали над чем-то, сейчас попрезентуете, получаете награду, сертификат, диплом. Или понимаете, что проект себя исчерпал, ставите точку и будете начинать какой-то новый. Для кого-то из вас это может проиграться как поездка в отпуск, на отдых, куда-то в другую страну. Это вообще супер, используйте это полнолуние в ближайшие 2 недели для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. Это полнолуние даст вам результат в ваших личных отношениях, в вопросах детей, творчестве и в отношениях с друзьями. Что-то завершится, что-то станет явным, что-то получит финальную точку. Помните, что это не день для риска. Просто день, чтобы вы узнали какую-то правду, приняли ее и прояснили то, что никак не могло решиться последние месяцы. Пока вам я этого не говорю, вы это не делаете. Поэтому напоминаю, поддержите меня, пожалуйста, лайком, комментарием, подпишитесь на канал. Я всегда даю полезные астрологические прогнозы, можете почитать комментарии, у многих отзывается. И самое главное, смотрите сначала по знаку асцендента, потом уже по Солнцу и по Луне. Потому что некоторые пишут, что прогноз не сбывается, потому что они смотрят только на свой солнечный знак зодиака. Я благодарю вас за просмотр, за вашу поддержку. Желаю вам счастливого и удачного месяца мая, дорогие львы. Для этого пишите в комментариях во благо мне и моей семье. Принимаю.